О чем стучит двигатель? Определяем неисправности на слух. Скрип, треск, вой, стук – все это нехорошие звоночки. Чем внимательнее мы прислушиваемся к посторонним звукам, тем больше шансов сэкономить на ремонте. Кривошипно-шатунный механизм. Глухой низкий звук идет из нижней части двигателя и усиливается с ростом нагрузки. Такой шум издают поврежденные вкладыши коленчатого вала. Шатунный вкладыш с большим зазором или разбитый выдает более высокий, звонкий стук. Больше оборотов, громче шум. В обоих случаях в опасности блок цилиндров. Мотор нужно заглушить и искать ремонтную мастерскую. Цилиндропоршневая группа. Перекладкой поршня называют момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз. Перекладка звучит при износе поршня и цилиндра. Характерные признаки. Звук похож на частый стук. Чем больше зазор между сработавшим в верхней части цилиндром и поршнем, тем сильнее шум. Либо стук особенно четко прослушивается на холодную и становится тише на прогретом двигателе. Стук пропорционален частоте вращения двигателя. Многие эксплуатируют мотор с такими стуками годами, за что расплачиваются повышенным расходом масла и капитальным ремонтом движка. Газораспределительный механизм. Клапаны. Выражение «у тебя клапана стучат» означает, что увеличились тепловые зазоры и требуется регулировка. Проблема выдает себя звонким стуком верхней части двигателя. Частота стука вдвое реже частоты вращения коленвала. Шуметь может как привод одного клапана, так и нескольких сразу. В последнем случае услышим цокот под клапанной крышкой. Большие стучащие зазоры приводят к повреждению контактных поверхностей, их разбивает. Отсутствие зазора, в этом случае привод клапана шепчет, приводит к прогоранию выпускного клапана. Гидрокомпенсаторы. Эти устройства автоматически поддерживают оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме. Если гидрокомпенсаторы постукивают после стоянки, а на ходу затихают, скорее всего, не держат масло. Если посторонний шум звонкий и слышен постоянно, значит гидрокомпенсатор заклинил и его надо немедленно менять. Привод распределенного вала. Перетянутый ремень воет. Завывать могут натяжной и обводной ролики ремня, если в их подшипниках высохла смазка и начались выкрашивания беговых дорожек и шариков. Такие неисправности могут привести к заклиниванию роликов и обрыву ремня ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта. Башмаки натяжителей. При цепном приводе ГРМ можно услышать шорох звеньев цепи по изношенным башмакам натяжителей. При предельном износе цепь может начать лязгать. Рвется цепь редко, но продукты износа разбитых натяжителей быстро загрязняют масляную систему. Хуже, если не натянутая цепь перескочит на шестерне. В этом случае встречи клапанов с поршнями не избежать. Фазовращатели. Стук исходит из передней части двигателей. Его частота соответствует частоте вращения распредвала. Это подают голос фазовращателей на впускном и выпускном распредвалах. При этом еще и загорается контрольная лампа Check Engine. Турбонаддув. Легкое посвистывание – норма, а сильный свист или шипение – признак утечки воздуха по холодной части и газов по горячей. Если турбокомпрессор издает скрежет, значит рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора, а это приговор двигателю. Система регулируемого впуска. Если впускной турбопровод мотора имеет механизм изменения длины каналов, звук могут издавать заслонки внутри него. Попробуйте рукой переместить привод, его обычно передвигает пневмокамера, и понаблюдайте за изменением звука. Разболтавшиеся заслонки могут оторваться от оси, а это очень опасно. Система охлаждения. Вой означает, что есть проблема с подшипником насоса охлаждающей жидкости. Если насос приводится ремнем ГРМ, то заклинивание подшипника может загубить двигатель. Если ремнем привода вспомогательных агрегатов, то с мотором ничего не случится, но придется вызывать эвакуатор и вести машину на ремонт. А вот звука электровентилятора охлаждения радиатора пугаться не стоит. Вентилятор включается, чтобы снизить температуру двигателя, иногда даже на парковке после остановки автомобиля и запирания. Генератор может шуметь при неисправных подшипниках и издавать гул при замыкании в обмотках. Насос гидроусилителя руля шумит подшипниками и подвывает, если повреждена насосная часть или перепускной клапан. Компрессор кондиционера может шуметь из-за повреждения подшипников муфты, даже при выключенном охладителе, а с поврежденным компрессором кондиционер просто не включится.
У дизельных и бензиновых моторов с турбонаддувом устанавливают насос, создающий разрежение для вакуумного усилителя тормозов. Устройство может шуметь при износе подшипников или насосной части. Стартер. В зависимости от неисправности звучит по-разному. Скрежет при попытке пуска, значит шестерня не цепляется зубчатым винцом. Непродолжительный писк, показывающий, что стартер не сразу после пуска отцепился от винца маховика. Виновата в этом обгонная муфта, засохла смазка и шестерня плохо отходит. Жужжание, переходящее в скрежет. Это сигнал SOLS, означает, что стартер не расцепляется с двигателем после запуска. Якорь разносит в считанные секунды. Стартер под замену. Вспомним кадр из фильма «Опытный водитель, почти музыкант». В знаменитом фильме Пырьева «Трактористы» 1939 года главный герой в исполнении Николая Крючкова легко определял на слух все неисправности трактора. Слушай, ну что ж, все ясно. В третьем цилиндре стук пальца. Раз. В первом цилиндре втулка сработана. Два. И клапана неправильно отрегулированы. Три. Ребята, верно ведь, а? Андрей, верно? Назар, а? Подумаешь, верно. А все это от того, ребята, что ухода за этой бедной машиной никакого не было. Ее сироту не мыли, не чистили. Вот она и обиделась. Чуть больше внимания к своему автомобилю, и вы так сможете. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из автомира.